Некоторое время назад мы узнали, что в далекой деревне в ужасных условиях живет бабушка. Ее глиняный дом буквально разрушается на глазах. Соломенная крыша протекает, электричества нет, печка уже не функционирует. Внутри мрак и плесень. Было решено построить ей новый дом, но все казалось не так просто. Сроки затянулись, а при транспортировке веранда сломалась. Накануне, поздно ночью, мы привезли всю конструкцию к бабушке на участок. Всем привет! Именно на этом самом месте завершился предыдущий выпуск, но это было поздно ночью. В предыдущем выпуске было много событий, много приключений, много всякого форс-мажора. И сегодня, на следующий день, рано утром, мы приехали сюда, чтобы завершить эту историю. Сегодня в выпуске вы увидите финальное преображение всего этого дома, строительство веранды, как все это будет выглядеть полностью. И сегодня в выпуске в этот дом впервые зайдет бабушка Мария Тимофеевна. Вот так вот выглядит все, что осталось со вчерашнего вечера. Конструкция, которая была сверху, разрушилась, пока мы ее транспортировали, везли. Это основной домик, его нужно еще доделывать. Вон там окно, внутри тоже моменты, по крыше пройтись. Короче говоря, здесь еще работы много. Ты посмотри вот это вот. Да, это ужасно. Смотри, здесь отколото. Да он взял это, короче, плохую вещь взял. Оттуда, которая была стена разобрана, которую я заставлял 3 раза вроде переделать эту стену. То есть 3 дня ее делали, вон ту стену, которая собирается 15 минут. Мы еще думаем, что дверь, которая здесь стоит, мы обратили внимание, что это просто, ну это, знаете, вот самый-самый дешевый вариант. Да это времянка вообще. Ну да, то есть это вот она вот такая вот дверь, ее нужно будет менять. Когда мы поняли, что мы не будем больше иметь дело с предыдущим исполнителем, то есть тем самым, который изначально начал строительство этой бытовки, мы стали искать других ребят. Идея была такая, что мы найдем какую-то строительную бригаду из 3-4 человек и вместе с ними, под нашим руководством, наверное, соберем конструктор, то есть беседку, которая развалилась при транспортировке. Мы стали сразу в моменте звонить в разные какие-то строительные фирмы, стали звонить по объявлениям Авито, звонили главе администрации с просьбой помочь, там, может быть, у нее есть какие-то контакты. И в итоге мы нашли 3 парней, которые и приехали к нам рано-рано утром на наш объект. Ребят просто не знают, что мы будем их снимать, но если бы мы бы их предупредили, они бы не приехали, я думаю. Сейчас мы в светлое время суток смотрим, оцениваем здесь ситуацию, масштаб работы, потому что все здесь так навалено, разбито. Сейчас будем, вместе сейчас ребята приедут, будем вместе смотреть, чего не хватает, поедем докупить материалы. В общем, дел масса еще на сегодня. Мы должны справиться, мы должны все это завершить, все сделать. Здравствуйте. Приветствую. Роман тоже. Вам? Да, привет. Владимир. Привет. Когда ребята приехали и увидели все, что нужно сделать, мягко говоря, они были немножко в шоке, потому что фронт работ все же превышал и их ожидания, и, честно говоря, наверное, наше представление, как я сейчас уже понимаю. Да я вот думаю, я просто сам как строитель в ступоре, понимаешь? Вот если ты строитель в ступоре, представь наш ступор. Как вот это вот. Когда теперь мы понимаем в этом и не знаем, что делать. Я уже и вас понял, я тут тоже сейчас денег. Просто нам вчера край надо было забрать это. Просто уже Мы все. уже просто от него решили забрать. Да, потому что это с начала июля он все строит, обещал за 2 недели, строит 2 месяца. Снять частично кровлю, отпилить USB, выпуск сделать. Ребята забираются наверх, смотрят сейчас крышу, в каком она состоянии. Да новая. Спасибо. Немного оценив ситуацию, мы ударили с ними по рукам, и они начали строить. Ну доставай, пацаны, все, давай, что-то надо делать, что нас так выверили.
все время не хватало каких-то стройматериалов. Мы ездили в магазин не счесть сколько раз. Чтобы поехать в магазин, нужно минут 20 в одну сторону до города доехать, там побыть, потом вернуться обратно. Ну, раза 4-5 точно в первый день за рулем мотались туда-сюда. Мы приехали на строительный рынок. Сейчас здесь смотрим, у нас есть список материалов, которые нужно приобрести. Нужно купить некоторые доски, нужно купить много саморедов. Причем это сейчас нужно купить поскорее, чтобы ребята там работали. Потом нужно шифер. Ну, в общем, у нас тут целый список. Есть двери, все нормально. 11,7. Вот это вот такая же. Вот, смотри. 7 тысяч стоит? Такая голимая дверь. Да ладно, 7 тысяч? А почему так дорого-то, я не понимаю? Ну, потому что цены на строительный материал выросли. Видимо, вот настолько. На металл. На металл, да, особенно. Вместо той, что там стоит, будет у нас теперь вот такая дверь. Ну, где-то минут за 20 мы примерно собрали все, что там нужно. У нас уже, я так понимаю, что доставка нас уже здесь ждет. Ее уже погрузили практически, кроме Да, двери. все, нам осталось сейчас оплатить. Как-то все так дорого выходит. Там, сям, казалось бы, да, вот по мелочи. Там 20 тысяч, там 20 тысяч. Так, оплачу. давайте, здесь какая сумма? Прям скоро мы оплачиваем, уже грузят в машину все здесь. Все, ну мы как бы мы здесь в максимальном темпе. Дверь тоже взяли, да. Ребята, знаешь, они приехали с небольшим наездом, да, ребята, но сейчас они врубились очень быстро, они уже сделали все, что можно там. То есть им уже не хватает материала, они работают, они уже понимают ситуацию, молодцы, все хорошо. У ребят, смотри, уже окно там обрамление делают. Дверь сняли. Космос. Ну что ж, работа уже закипела. Приехали ребята. Стучит молоток. Пила работает. Там стало громко. Мы отошли немножко в сторону. Здесь потише. И мы понимаем, что мы находимся в деревне. И знаете что? Мы даже с вами не задумываемся, что даже здесь, в деревне, мы пользуемся огромным количеством плодов IT-технологий. Алгоритмы в соцсетях, умные устройства, нейросети. Все это сделали люди, которые умеют работать с данными и с искусственным интеллектом. Кто-то запрограммировал, кто-то собрал оболочку, которую мы видим на наших экранах любого смарт-устройства. Ранее я вам уже рассказывал про возможность онлайн-обучения. Более того, я знаю, что многие уже этой возможностью воспользовались. Кстати говоря, спасибо вам огромное за обратную связь. Ну а для тех, кто пропустил, или не решился, или еще до конца не определился с направлением, онлайн-школа Skill Factory подготовила бесплатный тест для того, чтобы вам помочь определиться, какое направление IT именно ваше. Прямо сейчас регистрируйтесь и проходите тест. Это совершенно бесплатно и займет всего лишь 5 минут. Ну а 14 сентября пройдет онлайн-квест «Карта IT-профессий». Там вы сможете понять, какая профессия подходит именно вам. На квесте вы изучите карту IT-профессий и 5 самых популярных точек входа. Выберите свое направление, определите, какие первые шаги сделать и какие ошибки часто делают в начале. Проверите свои силы, подходит ли вам IT. Получите уроки и практические задания. Это реальные задания, которые позволят сделать первые шаги в профессиях дата-сайентиста, аналитика, разработчика, дизайнера, продакта и проджекта и даже начать зарабатывать. Например, вы сможете сделать сайт на тильде, написать код, сделать чат-бота и попробовать себя в управлении. Ссылка на бесплатный тест находится в описании. Знаете, мы вас всегда с вами ждем, когда нас возьмут за руку, отведут туда, где нам хорошо. А на самом деле все зависит от нас. За технологиями будущее, и оно в ваших руках. Поэтому не откладывайте.
Да вон она вон там сгибается вся. Вот так обернуть. Не, бабушка может. Давайте это вообще выкинем доску и все. Правильно тебе говорят. Не прыгивай то, что не идет. Вон там уже едет «Газель». Очевидно, что это доставка стройматериалов таких крупногабаритных. Не-не-не, мы сами, вы что? Бросьте, мы сами справимся. Ну вот с такого материала быстрее соберем, короче. Да мы уж поняли, парни, ну... Короче, там 4 дня на месте тут все есть. Серьезно? Да. Вот собрать вот такое с верандой, если есть материал, 4 дня работы, да? Да, еще пару нормальных пацанов взять там с моей банды. 4 дня и все, готово. В общем, нам нужно вырыть здесь яму, довольно глубокую яму, для того, чтобы здесь был туалет. Сейчас будем этим вопросом тоже заниматься. Ну, объективно, для того, чтобы вырыть яму, нам нужна какая-то помощь. Мы заметили, что вот там вот гуляет какой-то парень прямо в поле. Сейчас попробуем к нему обратиться. Молодой человек! Да, подойдите, пожалуйста. Здравствуйте. Вас как зовут? Серега. Серега, слушайте, можете нам, пожалуйста, помочь? Нужно яму выкопать. Вы как сможете? Ну, постараюсь. Давайте вам тогда покажем, дадим лопату, и можно будет приступать. Смотрите, вот лопата. Угу. Вот видите вот этот куст? Вот такой вот. Это центр. Вокруг него нужно вырыть... Так проще, не? Как ты думаешь? Такую штуку, чтобы сюда... Под кольцо яму, чтобы это кольцо можно было доутопить, чтобы торчало лишь чуть-чуть. 5 сантиметров. Ну, приблизительно попозже. Да. Справитесь? Ну, пока посмотрим. Какой грунт еще? Я что, знаешь что? Глобально без Сереги нам было здесь не обойтись. Мы сразу это поняли, поэтому Серега отправился с нами в это путешествие и был, на самом деле, с нами с самого начала. Черенок длинный. Возможно, покажу сделать, чтобы ускорить процесс. Можно, конечно. Молоток набью, молоток. Отлично. Так, здесь, на этом участке не пропадает ничего. Давайте, залазь. Ну что, пацаны, осталось 10 минут. Руками. Работу сделайте, бабки получите. Все. Ты его там из колодца не слушай. Мы еще тебе поможем, все, залезь. Невероятно просто. Это он без энергетики работает. Да. Каша была волшебная. Каша? Рекомендуем гостиницу. Хорошо зарядили, дали 2 порции каши. Хороший. Хотел 4 съесть, но я поскромничал. Боялся, что они обанкротятся на одних продуктах. Там нас девчонка провожала просто очень красиво. Мы тут немного отъезжали, и пока нас не было, здесь, судя по всему, приехали... Электрики. Ну, я думаю, что это электрики, да. Они не могут нам сейчас подключить дом. Почему? Потому что до дома кинуть, а там в доме не готова проводка. А их до увольнения с работы, если они сейчас займутся в доме.
Нас прислали, сказали, внутрянка готова, ваша задача просто подключать. Ну, у нас внутрянка включать, практически готова. Там Ну, автомат не стоит. готова. Вы там были, да? Да. Внутри? По времени ничего. В 16:00 мы должны уже в Каменке быть на переключениях. Ага. Это у нас оперативно-выездная бригада. Да, а сейчас сколько времени? Подъехали, набросили где-то, поехали, переключили. Без 10, понял. Смысл следующий. Начальник нас предупредил, что Колым и прочее, это довольно... это не... Это не при мне звонили, и он... Да, это, Да. это такая вещь, которая... Мы прекрасно понимаем, все. Вот. Начальник сказал следующее. Может как будет готова внутрянка, будет конец выведен. Вот. Тогда мы приедем, набросим. Все. Все, извините. Да, все, мужики, спасибо. Извините, что мы вас Ну, ты сорвали. понял. Мы в очередной раз в магазине, у нас опять есть список. Чуть-чуть поменьше, не такой габаритный товар, но мы, в общем... Да, еще нам доски нужно купить. И мы сейчас все это делаем. Нам очень нужен электрик, он нужен прямо сейчас, потому что у нас не получилось, ну вы сами понимаете почему. Ищем прямо здесь сейчас, вот здесь главный дядя по всему вот этому сказал нам, что может быть поможет нам, даст нам телефон и может быть нам повезет. Ну вот так вот нам приходится действовать. Честно говоря, сил уже нет совсем, мы уже никакие оба. Солнце уже садится. Каким-то чудом мы нашли электрика, который сейчас, вот его гараж, и он сейчас выезжает за нами, будет ехать. У нас здесь, как видите, стройматериалы, которые сейчас еще понадобятся ребятам там. Я слабо себе представляю, мы тут с Димой обсуждали, как бы первый наш исполнитель, с которым мы изначально связались, как бы он это все сделал за день, когда сейчас работают там 3 человека в бригаде, причем они вообще без перерывов, без покушать. Владимир. Плюс там помогает Владимир. Еще Серега. Плюс Серега. Мы гоняем туда-обратно. Да, мы туда-обратно гоняем. Мы уже там тоже что-то сверлили, красили. Все это организовываем. Плюс еще как-то умудряемся это все снимать. Мы без сил, конкретно. Мы не жалуемся, просто вот у нас, знаете, так, вот мое тело ватное просто. Я думаю, у Димы то же самое. Причем мы думали, хотели успеть за сегодня, но ребята работают очень шустро, и мы все равно не успеваем. Важно понимать, что сегодня у нас четверг вечер. Мы сегодня планировали ехать в Москву. Мы из дома выехали в понедельник рано утром. Мы дома не были уже неделю, фактически. Нам это, конечно, критично важно, это тяжело. Эта история трудна, и, конечно, она не идеальна местами. Вы будете это говорить нам в комментариях. Мы знаем сами, но мы стараемся сделать максимум всего, что мы можем, вкладываем свои силы, ресурсы, как только мы можем. Мы реально стараемся. Задача основная — сделать все по уму. Если что-то, вот как вы считаете, я в ваших глазах увидел, что вы хорошо разбираетесь. Уже нет после кого-то это делал, что он там накрутил. А кто он такой? Не знаю, не знаю. Знаем, но лучше не будем вспоминать. Лучше не знать. Да, давайте забудем. Там ребята делают. Там по электрике решаем вопросы. Там обрамление окна происходит. Серега, как всегда, стоит, отдыхает. Просто вот так живем. Уже стемнело, уже ночь. Заканчивают ребята здесь работать. Просто невероятный объем работы сделали. По сути, заново собрали всю вот эту вот веранду. Она выглядит массивнее, чем основной дом теперь у нас. Последние штрихи там доделывают. Уже машину они завели. Уже на низком старте. Огромное им спасибо, просто невероятно. Все супер адекватно по цене. Где другие работяги приехали, тут неделю ковыряли. Короче говоря, вечереет. Ой, хорошо, что мне не сказали, мы сразу сколько нужно сделать. Вечереет уже, все, точнее уже ночь. Мы перемещаемся в завтрашнее утро, когда здесь уже мы доделаем, все подкрасим совсем до конца, и все будет готово полностью. Завтрашнее утро. Дай Бог вам удачи. Ну что ж, работа кипит. Мы открашиваем до конца веранду. Нужно еще будет покрасить пол. Серега красит здесь. Я крашу вот тут вот все по периметру. Ребята там внутри наводят уют.
Мы подключили уже свет. Вот от столба идет провод. Туда на угол домика он приходит. Ну и, собственно говоря, остались последние штрихи. Я думаю, еще там пару часов работы, и будет здесь все готово. И можно будет уже завершать. Ого, вы слив нарвали. І зараз, і все там нічого не. Парни, смотри, что тут. Серег, рот открывай. Терн. Терн? Терн. Ага. Отлично, привет. Так, у нас единственная пила есть. У бабушки Маши мы взяли. Нужно пилить, слушай, ну... Да. Это откуда у вас? З нагороді такі були. Зараз нема, їх порвалися. Бій об коліно і їж, а то кидай. Это- Сьогодні красний. А это откуда вы взяли? С какого огорода? Свого, да тут. Зараз там вже нема нічого, вже все погнило. Ага. Смотри, Серег. Арбуз. Бабушка Маша достала. Бабушка Маша все время выходит из дома и что-то там выносит. Сейчас она принесла нам вот эти вот шлепанцы и говорит, может вам носить, возьмите. Вот там вот, вон там вот на фоне, там где сарай. Там она вынесла тоже одежду и говорит, ребята, это вам там, типа, возьмите, будете носить. И вот так время от времени она что-то выносит из своего дома и предлагает нам, ну как, подарок такой. Здравствуйте. А у вас случайно нельзя ли взять, может, есть кусочек железа маленький? Нам нужен маленький, вот такой вот. Сейчас пытаемся найти лист железа, чтобы это было безопасно. За плиткой прикрутить таким образом, чтобы плитка не имела контакта с деревянной стенкой. Все, спасибо. Да, до свидания, спасибо. Мне так нравится, что можно зайти в какой-то вот деревенский дом. Мы уже не первый раз делали так. И всегда что-то найдут, дадут, откроют дверь. Когда живешь в городе, в каком-то там многоквартирном доме, ну вот если кому-то постучишься, ну это нормально. Тебе даже никто, наверное, не откроет. И это нормально, это безопасность такое. Но здесь ты раз туда-сюда зашел, там что-то попросил, там взял. Своя романтика в этом, конечно, есть. Да, Вов? Да. Что скажешь, Серег? Работа кипит вовсю. В общем, у нас форс-мажор. У нас не хватило пропитки на пол. И вот, собственно говоря, все. Это последние штрихи. А вот тут вот у нас покрашено. Здесь у нас не покрашен пол. Да. И из-за этого нам придется, по ходу дела, ехать еще раз в город, в строительный магазин, докупать еще одну банку краски. А у меня все хорошо. Может, красным покрасим вот эту часть? С краской вообще отдельная история. У нас то одной краски не хватало, то другой краски не хватало. Мы ездили покупать в магазин одну, другая заканчивалась. В итоге, ну, как вы можете заметить по кадрам, есть некоторые элементы у дома, которые выкрашены там, в один цвет, в другой цвет. Ну, в общем, мы выходили из ситуации как только могли. Вот эти балки, обратите внимание, не покрашены в один цвет, эти в другой. Это не дизайнерская задумка, это, ну, реальной жизни. Так приходилось делать. Красные ступени. Да, красные ступени и бордо. Ну, да, проблема- да, ничего страшного. Но Зато покрашено. проблема в том, что в магазине все цвета по одной, по две, по три банки. Ну, кстати, В да, магазинах кстати, нет- да. И в магазинах нет больших объемов. Это во всех сельских магазинах. Уважаемые люди, если у вас... Так, все, это мы выключаем. Все, если у нас есть сельский магазин. ага. Понеслось, Серега. Да. Берите по 5 литров краса. Да, на самом деле была такая проблема, что мы не могли купить достаточного количества краски, потому что реально по 2, по 3 вот этих вот оттенка есть, и все, больше нет банок. Ну что ж, давайте я расскажу вам, что здесь сделано. Помимо основной бытовки, теперь уже, я думаю, что можно называть смело домиком, здесь сделана веранда. 2 окна, металлическая хорошая дверь, крыльцо, вот такая вот веранда, все прокрашено. Крыша в итоге сделана из шифера.
Стоит домик на вот таких вот сваях. Вглубь бурили, делали фундамент. Все стоит на таких вот, на таком укреплении. Вот, для сравнения, вот домик, который оседает, домик, который теперь мы сделали. Вот там вот, в углу, туалет. Вы видели, как Серега здесь рыл яму. Такой вот туалет. Хороший, добротный. Закрывается здесь, чтобы дверь не открывалась. Замочек. Вот это все. Здесь почва такая. Это мел. Да, вот это все. Это мел. Почва такая меловая здесь. Серега, конечно, молодец. Просто молодец. Ой, красивая. У нас просто На не знаю, где горе рулет. колхоз, под горой совхоза мне миленький Каша задавал вопрос. Глядел в глаза, ты колхозница, тебя любить нельзя. Все, мы все достроили. Всё. Случился Ну, а этот что момент. вам? Мы хотим вас завести внутрь, чтобы вы посмотрели, наконец-таки, какой у вас дом. Заходите. Ой-ой-ой, свет горит. Это верандочка. Спать можна. Ой, ну все так, як я люблю. Ну все, як люблю я. Я ж все, так хіба. Зато верх знімуть, бульдозером вису. Ой, да чи мені ж прийдеться тут пожити, чи ні, яка ж красота. Заходите внутрь. Ой-ой-ой-ой. Тут і штори вже. Ой-ой-ой. И диванчик, и столик, и плиточка. Ну, мама родная. Все, это ваше. Смотрите. Спать ей надо. Ой, и холодильник тут. Я говорю, И работает. И внутри продукты, кстати говоря. правда. О, и иконки просто. Зараз вже на мене бросили. Ой, я такого ще не бачила красоти, як тут. Я, честно говоря, не ожидал, что вдруг бабушка, может, зайдет, и все это время она так Ой, как-то вже все доділа, вже немножко не все так хорошо. себя вела, тут Я даже люблю. прослезилась. Теперь вы тут будете жить. Здесь все готово для жизни. Наконец. Это теперь ваш дом. Здесь светло, здесь тепло, здесь будет тепло зимой. Сюда не протекает и не будет протекать вода. Правда. Наверное, мені б треба ту хату убирати, вивершусь. Ну, уберете ее потом. Скажете, ее уберут. Мы специально не убирали, чтобы вам было комфортно. Да ні, хай вони. Пусть она у вас пока Там будет. і котики будуть, і все. Котики и здесь у вас будут. Ребятки, спасибо вам за все. Хай вам Бог дає, чого вам хочеться в житті. Я пожелаю, то й буде. Спасибо. Спасибо. Що хочете, то й буде.
Это ко всем людям, которые строили эту бытовку, ко всем. Ой, это ой, домик, ой. это уже не бытовка, это домик. Я думаю, что тут как раз важно сказать, что большое спасибо. Бабушка Маша сейчас сказала спасибо. Нам, на самом деле, большое спасибо вам. Ой, да я не Зрителям знаю, нашего как канала, благодарить. спонсорам нашего канала, которые поддерживают нас таким образом, эту историю, другие истории. Ой, Это истории. то, что здесь происходит, то, что здесь случилось, все благодаря вам. Вот если на новом месте спишь, загадываешь сон, говорит, что на новом месте приснишь жених невесте, як вот невеста жениху. 3 раза скажи и ложись спать, називається такого. І хто присниться, то і буде невеста. Ай, лампа горить. И батарея. Я на батарею обратила внимание. Тут и тепло ж будет. Конечно. Ой-ой-ой. Ой, глянь, в зеркало хату мою ведет сюда. И вся ерундюш. О, Закрывайте. рот. А там можете посмотреть. Откройте потихонечку, Ой. там стоит ведерочко. Как оно набирается, вы его куда-то выливаете. Я сейчас вот и ветки як уберу, так я могу ночью тут стоять и патрулировать. Я ночью не сплю, так спать. Хочется не обратиться к могу. жителям села. Теперь у вас здесь есть патруль. И спать не истории. Из этого окна. Ребята, ну что вам пожелать? Я вам даже золото и хороших невест. Спасибо, нам ничего не нужно. Нам очень приятно, что вы довольны. Садитесь, посидите за стол. Садитесь, присядьте. Это ваш стол, теперь ваш стул. Ой-ой-ой. Стараемся так бабушке объяснить все, потому что она, у нее сомнения, она не понимает, что это ее. Тут все ее, поэтому на каждую Ой, вещь и вишеночки ей указываем. заробили. А вот лавочка, садитесь. Здесь тоже у вас еще один пост охраны. Чтобы патрулировать. Вы же сказали, будете патрулировать. Вот с лавочки можно отсюда. Бабушка Маш, мы поехали. Ой. Наконец-то нам нужно уже ехать. Мы тут несколько Ну, я дней ж с вами вам денег пробыли. вам по денег Не надо нам дам. никаких денег. Я Бабушка Машка знаю, все время знаете. говорит про деньги. Хватит, все. Позвольте мне с вами попрощаться. Мы поехали. Мы желаем вам крепкого здоровья. И я вам тоже. Мы желаем вам подольше прожить. Мы искренне желаем вам, чтобы вы пользовались тем домиком, который ребята для вас построили. Спасибо. О, кошка там, да? Тоже выглядал. Ну, вот он. А Не пусть проедет. кошка тоже сюда заходит, пусть с вами Да, живет чтоб здесь. переночует. Мы надеемся и верим, что вы будете пользоваться всем, что сделали ребята. Они старались специально для вас. Ой-ой-ой. Ключи не теряйте. Все, до свидания. Что очень важно сказать, это, наверное, самое важное, что хочется сказать в этом видео. В реализации всей этой истории принимало участие огромное количество людей. Помимо вас, зрителей, спонсоров канала, были задействованы многие люди, которые физически находились в этой истории. И отдельное и огромнейшее спасибо хочется сказать Владимиру. Владимир был в этой истории с самого ее начала. Если бы не он, то это затянулось бы еще на месяцы. И в итоге финальная часть всей этой, вот финальные дни, он был с нами все эти дни. Строил, делал, контролировал, помогал, выручал. И более того, вчера даже был его день рождения. В свой день рождения Владимир вместе с нами занимался бытовкой. Просто огромнейшее ему спасибо. Я думаю, что в комментариях вы обязательно напишите слова благодарности, теплые слова в его адрес. И также спасибо Сереге, который тоже сорвался со своих дел, приехал сюда. Без него мы бы не справились. Колодец мы бы никогда бы тут такой не вырыли, вот эту яму большую. Так быстро бы и тщательно все покрашено бы не было. И, конечно же, большое спасибо и ребятам, которые здесь собрали, титанический объем работы сделали. Они действительно молодцы. Знаете, вот поработали именно быстро и качественно, а не как это бывает, когда специально растягивают, чтобы получить там побольше денег, вот это как всегда бывает. Здесь все прям супер круто, все адекватно. Огромное спасибо. И парням на манипуляторе тоже огромное спасибо. Да всем. Все поучаствовали, все сделали. История завершена. Ура! Мы видим, что бабушка, она довольна. Ей нравится этот домик. Я думаю, что веранда это тут мы прям с этим угадали совершенно.
И вы, наши зрители, в этом принимали участие. Большущее вам всем спасибо. Ваша активность, ваши комментарии – это то, что дает силу нашим роликам, что дает силу нам. В общем, мы вместе с вами делаем всю эту движуху, и нам от этого очень отрадно и приятно. Спасибо.